Так, ну что, мы в эфире везде уже. 11:01. Четенько по графику. Сегодня у нас пятница, 16 мая. За бортом идет дождь, +5. Вот такой, сразу вспоминается анекдот, вот такое хреновое у нас лето. Что-то у нас 16 мая, а на улице как-то как в марте. А в марте было как в мае. А говорят, нет изменений климата. Что-то все-таки в мире происходит. Ну ладно. Это дело такое. Итак, всем, кто нас смотрит, с добрым утром. Кто будет смотреть позже, тоже с добрым утром. Потому что мы это все дело... Прямой эфир у нас традиционно по пятницам. Утром в 11 утра с Михаилом Чернышевым будем говорить про экономику традиционно. Итак, кто еще не подписался, традиционно подписывайтесь. Тогда вы сможете в чате задавать свои вопросы. Мы выходим в эфир сейчас сразу на 3 платформах. Нас можно смотреть на YouTube, можно смотреть на Фейсбуке и можно смотреть в Твиче. В Твиче, кстати, качество изображения лучше, и там тоже можно задавать вопросы в чате. Так что я слежу за всеми 3 нашими аккаунтами, так что можете задавать вопросы в любом и смотреть там, где вам удобно. В Астане, говорят, +32 в Казахстане. Ну, конечно, хорошо им там. Тепло. Но мы туда не поедем пока. Пока не приглашают, не поедем. Ну что, начнем, знаете, с вопроса. У нас сразу же был вопрос, поэтому начнем сразу с вопроса зрителя. Вопрос. В цифровых нишах, таких как онлайн-игры, спонтанно возникают рыночные отношения. Обмены услугами, например, бустинг, внутриигровыми предметами или валютой, происходят добровольно вне регулирования государством. Цены формируются исключительно на основе спроса и предложения, без правового принуждения или налогового давления. Однако, зачастую уровень оплаты в этих сферах удивительно низкий, особенно с учетом временных затрат. Как вы интерпретируете такие явления в рамках австрийской экономики и теории субъективной ценности? Можно ли рассматривать их как демонстрацию добровольной самореализации, или это свидетельство неосознанного самоподрыва участниками своих рыночных позиций? Ну, прежде всего скажу, что я не помню, что сам когда-либо платил в онлайн-играх там, за какие-то ресурсы, там еще за что-то. Поэтому из своего опыта я тут не могу никак прокомментировать. С точки зрения экономики, если с точки зрения экономической науки на это посмотреть, ну, во-первых, если мы говорим об онлайн-игре, то это все-таки не совсем спонтанный порядок. То есть это спонтанный порядок все-таки регулируемый. То есть отчасти можно сказать, что это чем-то похоже на государство. С единственной разницей, что государству задача собрать как можно больше ресурсов, а у тех, кто регулирует игру, все-таки задача обеспечить какими-то благами людей, там, радостью, хорошим времяпровождением, самореализацией там, и так далее, и так далее. Поэтому, почему? Потому что правила все-таки устанавливает разработчик игры, и нельзя сказать, что там цена совсем рыночным образом образуется, потому что все равно правила даже обмена, то, какие ресурсы там могут быть, какие не могут быть, какие можно покупать, какие не можно покупать, это все-таки определяет разработчик игры. Поэтому есть определенное регулирование. А вот в рамках этого регулирования, то есть то, что остается свободным для игроков, там они действительно, если говорить об обмене, об покупке каких-то ресурсов, естественно, все это формируется рыночным образом. Но повторю, что не до конца, то есть в ограниченных определенных рамках. Поэтому, да, отчасти рыночные отношения, отчасти регулируемые отношения. Когда же автор вопроса говорит, что, ну, насколько я понял, что иногда вот то, что он или кто-то другой продает, почему-то продается очень дешево. Ну, он там пишет, что за что-то платят непозволительно мало.
Если это никак не подталкивается, не ограничивается разработчиками игры, то есть есть какие-то там какой-то ресурс, и то есть есть предложение какого-то ресурса в рамках игры, есть спрос на этот ресурс, то здесь все формируется рыночным образом, и понятно, что когда вы продаете, вы хотели бы продать это подороже, но так и в нашем реальном мире, то есть спросите там любого продавца, любого производителя какой-то продукции, все хотят продавать как можно дороже. И особенно те, у кого не получается удовлетворить спрос, имеется в виду, что никак или трудно, не получается, проблематично организовать свой бизнес таким образом, что выручка, значит, оказывается больше затрат, причем на какую-то желательную величину, да, потому что если, например, выручка на 1 гривну больше затрат, там при миллионном обороте, понятно, что вроде бы как прибыль есть, но кто-то ради такой прибыли будет работать. Понятно, что такой предприниматель, его это будет не устраивать, он будет там жаловаться и ненавидеть рынок, возможно, что вот он может остаться, потерять все свои сбережения, инвестированные в бизнес, и остаться ни с чем. Понятно, что он недоволен этим. Но это не значит, что цена, значит, по которой ему приходится продавать свою продукцию, не рыночная. Она рыночная. Поэтому те, значит, участники какой-либо игры, которые что-то продают, какие-то свои ресурсы, но им не устраивает цена, это не проблема того, что не проблема рынка, это достоинство рынка. Значит, никому по большей цене не нужен этот ресурс. Просто если этого же самого игрока, значит, в какой-то другой момент времени спросить его отношение к игре, и когда он, наоборот, желает что-то купить, какой-то ресурс, ему нужно очень для игры, иначе он там где-то застрял на каком-то уровне или вообще может вылететь из игры, и он действительно хочет купить, но смотрит, что предложение этого ресурса его тоже не устраивает. Цена очень высокая, значит, или у него денег нет, или жалко ему таких денег. То есть он будет жаловаться, что цена высокая. Вообще на рынке в любых сделках всегда продавец считает, что цена сложилась недостаточно высокая, а покупатель, что она сложилась недостаточно низкая. Поэтому ничего тут странного не вижу. То есть могу сказать, что только в игре все-таки мы не наблюдаем свободного рынка, потому что на свободном рынке, если мы говорим о свободном рынке, то любые действия людей, в том числе там и цены, и наличие ресурсов, оно ограничено только природой, то есть окружающим нас физическим миром. И тогда это рыночные отношения. Повторю, что в рынке, который находится внутри игры, значит, все это ограничено не только природой, а прежде всего, со стороны игры это ограничено производителями, разработчиками игры, а вот со стороны игроков там действительно ограничено в том числе и окружающим нас миром или физическим миром. Иными словами, в игре что-то складывается, но на него влияет на игрока не только это ограничение, но и на то, сколько у него в реальном мире этих денег, сколько у него времени в реальном мире, значит, какой у него компьютер в реальном мире, там может быть интернет и так далее, и так далее. Поэтому игра это все-таки, скажем так, даже не имитация, можно сказать имитация рынка, скажем так, модель рынка, которая, в общем-то, реализована в программном обеспечении, но не полностью свободный рынок. И повторю, что если не буквально цены, которые складываются в рамках этой игры, в рамках рынка внутри игры, не определяются разработчиками игры, то есть, по какой цене хотите, продавайте, по какой хотите, покупайте. Если это так, то здесь цены складываются рыночные. Единственное, что не рыночность их только в том, что ресурсы определяет сам разработчик. А если это ограничение не рассматривать, тогда это рыночные отношения. Но, повторю, цена в этом случае складывается рыночно, и тут, значит, пенять не на кого. Другое дело, повторю, если разработчик восстанавливает цену или каким-то образом ее, значит, ограничивает или там определяет хотя бы частично, тогда вы можете действительно, если вас не устраивает цена, действительно жаловаться, значит, но на разработчика.
Но опять же, в рамках, если мы выйдем из игры, имеется в виду, посмотрим не просто на саму игру, а на игру, которая находится в нашем мире, то вы можете повлиять на этот рынок, просто перестав участвовать в этой игре. И тогда, возможно на разработку, то есть то есть это нарушит цели разработчика, и таким образом вы повлияете на него все-таки. Он снимет, например, это ограничение на цены, на какие-то ресурсы, ну и тогда вы снова сможете играть в эту игру. Поэтому, ну, вот таким образом. Так как я сам, повторю, не покупал, не продавал ресурсы, поэтому долго я тут не буду отвечать. А если коротко отвечать с точки зрения экономической теории, то можно вот так прокомментировать этот вопрос. Ну, есть же еще одна вещь, это криптовалюты, цифровые валюты, биткоин, там, альткоины, мемкоины и все остальное. Это же полностью свободный рынок. И вот тут возникает вопрос, если мы примем криптовалюты за основу частных денег, ну, будем считать, что это как пример частных денег, да, то есть любой может их фактически выпустить и ими пользоваться, то тогда получается вообще полный бардак. Потому что цена на цифровые валюты постоянно меняется, их невозможно спрогнозировать, оно то растет, то падает, тот же биткоин, ну, самая устойчивая вроде бы криптовалюта, но в марте он упал там до 70 тысяч за 70 тысяч долларов за один биткоин, сегодня он снова поднялся до 105, там вчера стал 102, сегодня опять 103, и оно все время так колеблется, и получается, что невозможно ничего планировать. То есть как жить это будет в таких условиях, если будут все деньги частными, как мы предполагаем, что когда-то будет. Вот не будет фиатных денег, все смогут выпускать деньги, и как тогда планировать вообще всю свою жизнь? Получается невозможно. Ну, давайте начнем с того, что деньги уже были частными, причем всю историю человечества. Не частными они буквально чуть больше 100 лет являются государственными. То есть всю историю человечества деньги были частными, и никаких проблем с этим не наблюдалось. Наоборот, я вот всегда ссылаюсь в том числе на Соединенные Штаты Америки, с голых прерий страна при частных деньгах стала первой экономикой мира, обогнав очень быстро те страны, которые уже давно имели высокий уровень жизни, ну, по тем меркам, но так как частные деньги у них были, значит, не в милости, да, а или сильно регулировались, или были уже государственные деньги, фиатной валюты, то США с помощью частных денег обогнала весь остальной мир в экономическом развитии, уровне жизни людей. То есть мы видим, что частные деньги никакого бардака не создают. Вот наоборот, не частные деньги создают бардак, потому что, ну, хотя я говорю, что в Соединенных Штатах были частные деньги, но я имею в виду золото, серебро, и все было в порядке, но тем не менее, если мы подробнее посмотрим на историю, в том числе там банковского дела США, монетарной системы, то увидим, что постоянно государство пыталось как-то отойти от частных денег, или вводила свои бумажные деньги, или вводила там регулирование, или разрешала частичное резервирование. То есть на протяжении, значит, 18-19 века постоянно были эти попытки. Но опять, если мы посмотрим на результат таких попыток, мы увидим, что как только предпринималась такая попытка, сразу начинался хаос и бардак и в финансовой, в монетарной системе, и, соответственно, в экономике. Значит, все спохватывались, значит, бросали это регулирование, вмешивание в частные деньги, и опять все налаживалось, то есть бардак исчезал. И просто потому, что вот такие, значит, попытки исказить частную монетарную систему были, значит, ну, трудно сказать, частыми или нечастыми, потому что такое часто, да, трудно сказать. Ну, были, скажем так, периодическими, а не перманентными, как, скажем, в старой Европе, ну, в Европе имеется в виду, в Старом Свете, то экономика США росла быстрее, поэтому никакого бардака не будет. Что касается... Ну, почему золото, может, не все понимают, почему золото является частными деньгами, потому что... С одной стороны, нет единого центра эмиссии золота, то есть никто не может создавать золото. Значит, опять же, на протяжении там многих веков, а может даже тысячелетий, не знаю, алхимики пытались создавать золото, и сейчас, наверное, где-то там есть такие попытки, но как-то пока
не получается. Поэтому единого центра эмиссии нет, а вот, скажем так, распределенный или децентрализованный центр эмиссии существует, то есть каждый может найти золото, значит, изготовить из него монеты или не изготавливая монеты, такие, просто использовать его как средство обмена в форме там, золотого песка, слитков, там, посуды, там, чего угодно. Именно поэтому это называют частными деньгами, а не государственными. То есть государство использовало эти деньги, но оно их не имитировало. Если говорить о криптовалютах, то в этом смысле это тоже частные деньги, потому что нет единого центра валюты. В смысле единого центра эмиссии, и уже тем более государство не имитирует эти деньги, они создаются путем спонтанных порядков, спонтанного взаимодействия людей. Появились такая система, потом такие системы, имеется в виду блокчейн, различные блокчейны. И в этом смысле это частные деньги, действительно. Но давайте посмотрим, есть ли здесь какой-то бардак. Если бы с криптовалютами был какой-то бардак, ну, например, с биткоином, то он бы не имел такой цены, которая постоянно растет, тем более, имеется в виду выраженной в фиатной валюте. То есть, если бы биткоин это был бардак, а фиатной валюты не бардак, тогда бы, наоборот, биткоин постоянно дешевел по отношению там, к доллару, допустим, или гривне. Потому что кто же хочет участвовать в бардаке, в чем-то нестабильном, что нельзя планировать, да, и так далее. Все бы от этого отказывались. Ну, а что значит его ценность постоянно выпадала? Это значит, что он бы и не появился. Потому что, ну, если его ценность первоначально была нулем, и она начала падать, то куда дальше падать? Иными словами, тот факт, что биткоин и вообще криптовалюты растут в цене, подтверждает то, что они менее хаотичны, менее в них наблюдается бардака, и наоборот, больше есть возможность планировать в этих криптовалютах по сравнению с фиатными деньгами, там, с долларом, с гривной и так далее. Их действительно сейчас много, то есть подтекст или контекст этого вопроса может быть в том, что их же много, как в них разобраться, да, вот. Понятно, у нас там вот гривна, и все понятно. Ну нет, у нас не только гривна, у нас гривна, доллары, там евро, там еще какие-то деньги, значит, огромное количество различных там акций там, и так далее, и так далее, и так далее. И как-то люди во всем этом разбираются. Есть же еще такой, если сослаться на научно-человеческую деятельность, есть еще такое категория или такое понятие, что обычно, в чем, значит, на чем базируется вообще идея там, государственного регулирования и вообще регулирования чего-либо? Она строится на том, что нужно сделать идеально. Вот сейчас как-то оно работает вроде бы, неважно что, значит, какая-то деятельность людей, но надо сделать, есть какие-то там огрехи, есть какие-то проблемы, а надо сделать, чтобы этого не было, нужно, чтобы было все идеально. Так вот это сам по себе с точки зрения науки неправильный посыл, потому что человек всегда действует, так как он действует в условиях ограниченных ресурсов, он, в принципе, не может сделать все идеально, потому что если он все будет делать идеально, он вообще умрет. То есть человек всегда анализирует что-то, рассчитывает или планирует, исходя из разумной целесообразности. Например, если вам нужно, значит, не знаю, начертить с помощью линейки линию ровно там 10 сантиметров, вы как-то начертите, там будет плюс-минус там сколько-то десятых или там сотых миллиметра. Если для вашей конкретной практической деятельности, для чего вы эту линию чертите, этого достаточно, вы на этом останавливаетесь. Вы не начинаете, значит, брать микроскоп, потом, не знаю, там, атомный микроскоп, чтобы там с точностью, не знаю, там, до атома провести эту линию. Но, опять же, с точностью до атома это все равно не идеально, да, там плюс-минус атом получается. Поэтому человек всегда действует так, вообще производит любые расчеты, планирование с учетом просто разумной целесообразности. Поэтому, когда мы говорим, что где-то есть какой-то бардак, и вот у нас там много криптовалют, и давайте сделаем идеально, пусть будет одна, это как раз приведет к проблемам.
Да, много валют, кто-то там запутался, кто-то не запутался, но если с криптовалютами работают, значит, люди, те, кто их использует, с точки зрения своей практической целесообразности, их вполне это устраивает. Потому что очень все просто. Если давайте скажем, давайте определимся с одной криптовалютой. Ну, мы эту дискуссию растянем на миллионы лет. Потому что по каким критериям, там, для каких целей и так далее, и так далее. Более того, если она останется одна таким принудительным образом, то это будет уже не криптовалюта. Потому что, чтобы поставить одну криптовалюту, надо лишить ее децентрализации и независимости. Ну и все остальные криптовалюты. То есть мы просто сам феномен криптовалюты уберем таким образом. Это то, о чем говорю. Когда, если пытаться сделать что-то идеально, вы фактически убиваете эту деятельность, которую пытаетесь идеально отрегулировать. Поэтому то, что криптовалют, ну, во-первых, они действительно являются товарными деньгами, то есть товарными, как вы их назвали там, частными деньгами, да, а не государственными. То, что их много, ну и государственных много валют. У нас почти 200 стран, и почти в каждой стране своя валюта, и как-то люди разбираются. А люди же путешествуют, много людей путешествуют там и по работе, и значит, на отдых, и как-то со всем этим разбираются. И рынок, кстати, помогает в этом. То есть все эти там обменные пункты там, и так далее, этих всех валют, там котировки, там сервис, онлайн-сервисы этих всех котировок, то есть всегда можно сориентироваться. Вот, ни о чем этом не заботиться, действительно можно, значит, просто вас нужно поместить, значит, в барак концлагеря, и там вам вообще ни о чем беспокоиться, все понятно вообще. Значит, когда подъем, когда отбой, значит, когда там завтрак, обед, ужин, когда работать, где работать, то есть заморачиваться вообще ни о чем не надо. Вот это, значит, к чему приводит идеал. Ну, единственное, когда мы сейчас говорим о криптовалютах, нужно понимать, что все-таки криптовалютами следует называть, и действительно криптовалютами являются децентрализованные блокчейны, которые никем не управляются. Ну, то есть как, не то, что никем не управляются, а которые управляются консенсусом тех людей, которые этот блокчейн обслуживают, скажем, да, и которые значит, инвестируют какие-то свои ресурсы в поддержание всех этих узлов, нод, разработки программного обеспечения и так далее. Если что-то там нужно поменять или что-то меняется, то только консенсусом. Никто, никакой человек или группа людей какая-то небольшая не может никак на это повлиять. А даже большая группа людей, даже там больше 50%, тоже особо не склонны все это менять, чтобы не испортить по одной простой причине, просто исходя из человеческой жадности. Потому что если, допустим, возьмем биткоин, те люди, которые, значит, участвуют в том самом консенсусе в принятии каких-то решений, они, как правило, являются держателями очень большого количества биткоинов. И они первые, кто не заинтересованы в том, чтобы биткоин просто перестал существовать или потерял свою ценность и так далее, и так далее. Вот сеть работает там больше 10 лет, значит, все они стали уже достаточно состоятельными людьми, поэтому они заинтересованы, чтобы так продолжалось всегда. Никто туда не будет вносить какие-то изменения, которые как-то разрушат всю эту идиллию. Потому что на самом деле попыток в том же самом биткоине было достаточно много, значит, улучшить его, да, сделать его более идеальным, там, более быстрым, возможно, более надежным и так далее. Такие попытки были, но они просто не принимались. И в том смысле, что авторы этих идей, значит, или этих изменений по каким-то своим причинам это предлагали, но для того, чтобы они были, значит, эти изменения внесены в биткоин, необходимо, чтобы больше, значит, больше половины, скажем, ну, как минимум узлов этой сети, а их там, ну, не будем говорить сколько, очень много, должны на это согласиться. То есть, ну, представьте, что вот у нас, чтобы аналогия, допустим, не знаю, сколько у нас, кстати, миллиардеров в мире, ну, допустим, там, не знаю, ну, 1000, допустим, возьмем, да? И вот представьте, что один миллиардер говорит, давайте мы вот, ну, там, какие-то изменения в доллар внесем или там еще во что-то, или там в принципе работа бизнеса.
Но никто из этих 1000 миллиардеров, ну, если поддержит 1, 2, 3, ну, а 501 не поддержит, потому что, а зачем? Может быть, станет лучше, да, но не факт. Поэтому давайте, все работает, мы все богаты, и поэтому давайте все так оставим. Поэтому в сети биткоин и вообще в любой криптовалюте все держится на этом, просто на желание людей жить лучше, а, соответственно, не расставаться с тем уровнем жизни, который сейчас есть. Да, ну, я начал такую длинную, значит, мысль, начиналась она с того, что криптовалюта все-таки децентрализованная сеть является, на которую никто не влияет. Все сети, которые управляются из какого-то единого центра, не являются криптовалютой. То есть они могут, конечно, условно использовать в своей технологии то, что называется блокчейном, но раз он управляется из какого-то единого центра или одним человеком, или группой людей, то это уже не криптовалюта. В этом смысле, например, тут те же стейблкоины не являются криптовалютой, потому что это фактически та же самая фиатная валюта, просто, значит, основана, ну, не основана, а работающая на другой технологии. То есть фиатная валюта, основана на бумажной технологии, есть, значит, фиатная валюта, так называемая безналичная валюта, которая основана на базах данных и каналах передачи данных, и есть та же самая фиатная валюта, но которая работает на технологии блокчейн. С точки зрения экономики, с точки зрения влияния их на экономику, на людей, на использование людьми, здесь никакой разницы нет. Просто вот этот, значит, эволюция, скажем, от бумажных денег до электронных и до блокчейна, все больше и больше, наоборот, оно дает все больше и больше, становится более управляемой со стороны государства. То есть если это бумажная валюта, ну как на нее повлиять? Ну, значит, могут отменить какую-то купюру, сказать, что, значит, должна быть теперь только нового образца. Это такой трудоемкий, медленный процесс. Что касается, значит, электронной безналичной сегодня фиатной валюты, здесь уже проще контролировать, но все равно, так как, значит, между государством и людьми с их деньгами стоят, значит, банки коммерческие, ну, неважно, коммерческие, государственные, какие-то, банковская система, то здесь тоже не так просто влиять на каждого человека, скажем, там, не знаю, там, правительство, условно говоря, нужно каким-то образом взаимодействовать с банками. А если же у нас будет, значит, фиатная валюта основана на блокчейне, то там прямо из кабинета, значит, Национального банка или из кабинета президента, то есть можно управлять каждым человеком, финансами каждого человека. Поэтому не стейблкоины сегодняшние, не те самые цифровые валюты центральных банков, которые там вроде бы как разрабатываются, значит, Трамп вроде как там пытается сейчас это дело отменить, пока, во всяком случае, у власти. Ну, то есть вот эти центральные валюты, цифровые валюты центральных банков тоже не являются криптовалютами. Более того, я бы сказал, ну это уже дискуссионный вопрос, я бы сказал, что настоящими криптовалютами даже не все являются децентрализованной валютой, а все-таки те, которые построены на технологии Proof of Work. То есть там, где для добычи, значит, монеты необходимо приложить очень много труда, энергии, силы, времени. То, что те валюты, которые основаны на просто подтверждении владельцами монет или там привязаны как-то ко времени, ну, тут дискуссионный момент, ну, я бы говорил, что это все-таки тоже не совсем криптовалюты. Поэтому таким образом бардака здесь с криптовалютами никакого не будет, и мы это сейчас видим. То есть если бы был, условно говоря, бардак, у нас бы вот есть там, значит, сотни криптовалют, и все они там были где-то примерно одинаковой стоимости, да, там волатильны, не волатильны, но мы видим, что рынок тяготеет к тому, что он все-таки выделяет определенные криптовалюты, в частности, сейчас там на первых двух строчках это блокчейн и эфириум. Ну, эфир, да, или сеть эфириум. Поэтому рынок и здесь наводит порядок, и как-то люди с этим разбираются. Что касается волатильности, волатильность прежде всего, ну, тут два может быть подхода. Во-первых, если мы говорим о волатильности, то в чем измеряется цена, например, биткоина? Она измеряется в долларах. А это значит, что, возможно, не биткоин волатилен, а фиатная валюта доллар волатильный. То есть, если вы, конечно, нарисуете график биткоина, значит, оцененный в долларах, то вроде бы как он волатильный. Но, тем не менее, все время растет в долгосрочной перспективе. Но если вы нарисуете график доллара, оцененный в биткоинах,
то вы увидите, что он точно так же волатилен, не менее волатильный. А единственная разница в том, что график все время идет вниз, то он постоянно обесценивается. Поэтому это первое. Тут вопрос с волатильностью такой. С другой стороны, если все-таки принять точку зрения, что мы все-таки нас интересует биткоин, и мы рисуем график биткоина, и вот он такой волатильный. Ну, как любые акции любой компании, посмотрите любые индексы акций компаний, вы увидите то же самое. Поэтому, ну, как минимум, он не хуже, чем привычные всем до этого момента акции. Когда он сможет быть не таким волатильным, я думаю, что это может произойти только тогда, когда он будет использоваться все-таки в качестве денег. Потому что по всем характеристикам, вот у денег есть определенные характеристики, имеется в виду, есть такие характеристики, которые говорят о том, что если какой-то товар соответствует этим характеристикам, то его можно назвать деньгами. Так вот, биткоин по всем этим характеристикам соответствует понятию денег. Единственное его отличие только в том от денег, что он пока не является общепринятым средством обмена. То есть, да, кто-то обменивается, большое количество людей обменивается, но и он не является универсальным средством обмена. То есть, если мы бы, например, в Украине покупали и продавали все за биткоин, тогда можно было сказать, что биткоин является деньгами. Но так как этого не наблюдается, то поэтому только по этой причине пока нельзя его назвать деньгами. Так вот, по поводу волатильности, когда биткоин станет деньгами, если вдруг он станет деньгами, тогда волатильность его, конечно, очень сильно сократится и практически сойдет на нет. Почему? Ну, потому что все будут использовать, потому что сейчас же как используется биткоин? Ну, скажем так, набегами, да, значит, произошло там какое-то событие, значит, что-то в мире происходит, значит, что-то в экономике происходит, и такой лавинообразный, значит, ну, не лавинообразный, спонтанное событие, которое, собственно, или увеличивает, или сокращает спрос на биткоин, или увеличивает, или сокращает предложение биткоина. Кроме того, так как, опять же, ну, причина-то та же самая, так как еще не большое количество людей пользуются биткоином в масштабах там, этих известных нам 8 миллиардов, то получается, что желающие поиграть, заработать на этом могут, ну, в определенной степени как-то влиять на этот курс. Те, у кого есть большие там финансовые возможности и знания всех этих процессов, могут на это как-то влиять, соответственно, или снижать цену биткоина, или наоборот ее поднимать. Но опять же нужно понимать, что их возможности, так как это централизованная абсолютная система, и так как это частные деньги с ограниченной эмиссией, а значит дефляционные, у таких людей сейчас нет безграничных возможностей играть в курсы. Все равно они могут только слегка повлиять и на незначительное время. Именно поэтому, несмотря на то, что вся экономика биткоина построена так, что его ценность в любой другой валюте фиатной, вообще и в любых, измеряемой в любых даже других товарах, его стоимость постоянно должна расти, и мы это, собственно, наблюдаем. А вот эта волатильность, в том числе просто, значит, изменяющими состояниями в экономике, плюс влиянием так называемых крупных игроков, действительно, они как-то иногда отклоняются от этого тренда постоянного роста стоимости биткоина. Ну, это жизнь, в этом нет ничего плохого, просто по мере, по мере масс adoption, да, по мере того, как больше и больше людей будет использовать биткоин, и все для более и более разнообразных целей, во-первых, это само по себе уже сгладит эти вот всплески спроса и предложений, во-вторых, еще больше уменьшит возможность игроков на этом рынке, которые играют именно на снижении и подъеме цены, ну, на влияние, да, на него. Их возможность еще меньше сократит, поэтому в этом случае волатильность будет уменьшаться. Поэтому, ну, таким образом. Ну, с цифровыми валютами, конечно, есть проблема в том, что там, 100 грамм песка золотого, не всегда 100 грамм золотого песка, там слиток килограммовый серебра, он всегда слиток килограммового серебра, и даже там бумажные деньги там через 100 лет представляют свою нумизматическую ценность. Там, если керенки, которые ничего не стоили в 2017 году, сегодня там по 50 гривен можно бумажку продать. Ну, вот оно
А если мемкоин у тебя сгорел, деньги вывели, все, ничего не осталось. Даже вот только воспоминания о том, что ты когда-то купил какой-то там Трамп. И все. Ну, смотрите, что касается мемкоинов, ну, во-первых, вот если говорить, что там какая-то керенка там раньше ничего не стоила, а теперь стоит, ну, так извините, 10 лет назад биткоин ничего не стоил, а теперь если его продать, то очень даже стоит. Поэтому тут как раз биткоин, наверное, даже выигрывает по поводу этих керенок. Тем более этих же фиатных валют было там огромное количество, да, биткоин все-таки даже в этом смысле выигрывает, поэтому если будем смотреть, ну, возьмем сегодня украинскую гривну, ну, почти ничего не стоит, да, через 50 лет, когда она уже не будет, значит, деньгами, потому что у нас на протяжении истории это постоянно происходит, не будет деньгами, какую-то нумизматическую ценность будет иметь, ну, вот, ну, какую? А вот если сейчас биткоин посчитать, что ничего не стоит, там 100 тысяч долларов каких-то несчастных, да, то через этот же самый период он будет стоить намного дороже. Вот. А что касается мемкоинов, тут же понимаете как, тоже смотря как они построены. То есть они построены с центром эмиссии, причем неограниченные эмиссии. Но он по определению может ничего не стоить, то есть это может быть какой-то временный там ажиотаж, вот как, знаете, спиннеры там несколько лет назад. То есть весь мир, все 8 миллиардов людей купили себе спиннеры, зачем это нужно, непонятно. Ну, была такая там мода, люди этим загорелись, теперь это тоже ничего не стоит. Так же самое с мемкоинами, если у них неограниченная эмиссия. А если же мемкоин построен таким образом, что он действительно на блокчейне и ограниченная эмиссия, его выпущено какое-то количество, то, в принципе, это уже более интересная ситуация, в смысле более надежная ситуация, что есть большая вероятность, что у него сохранится какая-то ценность, в принципе. Но просто вопрос в том, проблема в том, для чего его использовать, то есть кому он нужен и для чего он нужен. Потому что, тут причины, зачем он нужен, могут быть разные, например, коллекционная ценность, да, вот. Я не знаю, сколько там Трамп выпустил этих мемкоинов. Если, допустим, это ограниченное количество, то через те же 50 лет он так же, как керенка сегодня, да, будет иметь какую-то ценность, но больше нет. А когда-то вот Трамп, значит, после того, как проиграл выборы, потом снова выиграл, там и так далее. Вот вся эта шумиха с тарифами будет, история вспоминаться. И вот видите, у меня вот есть до сих пор его этот мемкоинник. И что-то он, может быть, будет стоить. Но то, что цена его будет расти таким же образом, как... то есть, если оценивать его покупательную способность, она не сможет расти так же, как, значит, покупательная способность действительно криптовалюты. То есть, повторю, если у нас сейчас, не помню, сколько там сейчас, по-моему, или 10, или 7 долларов, да, сейчас мемкоин Трамп стоит. Через 50 лет, может быть, он и так и останется 7 долларов, может будет 10, а может ничего не будет стоить. Вот. А криптовалюта, если мы возьмем какую-то криптовалюту, которая сегодня существует, через это же время она обязательно будет стоить дороже. Почему? Потому что у криптовалюты есть предназначение. То есть она используется для обмена, для решения каких-то проблем, и, может быть, заключения контракта. То есть она, как минимум, автоматизирует или упрощает, облегчает, как минимум, какую-то реальной деятельности человека. Поэтому она будет использоваться, а так как ограниченное количество и большему количеству людей будет она нужна, поэтому обязательно будет цена расти. С мемкоинами это все-таки, знаете, вот как... Укрпочта там марки выпускает коллекционные, тоже ограниченное количество, ценность какая? Нулевая, сколько там, кусочек бумажки, там даже, наверное, гривну не стоит, да, вместе со всей краской. Но продается по какой-то цене, почему? Потому что ограниченное количество, и для коллекционеров, как минимум, она уже является ценностью, поэтому они согласны платить эти деньги. И через какое-то время, очевидно, значит, те... марки, изображения, которые будут еще актуальны, даже могут подняться в какой-то цене. Но все равно это будет не тот процесс, роста цены, который обязательно будет наблюдаться с криптовалютами. У нас тут в чате есть замечание о том, что нет единого центра эмиссии, но есть единый центр разработки, который управляет правилами функционирования сети. Пока что децентрализованным является только биткоин, и прямо сейчас идет враждебная атака на ноды со стороны разработчиков самого Bitcoin Core.
чтобы ноды были такими же централизованными, как в других криптовалютах в кавычках. И вопрос. В BTS-сообществах война между теми, кто считает BTS деньгами, и тех, кто считает его распределенной базой данных. Проблема в том, что разработчики самого популярного клиента BTC Core на стороне вторых. В связи с этим вопрос. Насколько пассивны могут быть либертарианцы, когда их децентрализованную систему разрушают изнутри сами разработчики? Ну, это все зависит от людей, от конкретных людей. Ну, смотрите, первое, почему, вот это просто еще одно подтверждение моего взгляда, что настоящими криптовалютами являются все-таки блокчейны, построенные по технологии Proof of Work. А почему? Потому что вот там как раз эти все проблемы не важны. Ну вот, в частности, даже автор вопроса сам значит, подталкивает мысли, что, например, эфириум, там трудно его назвать децентрализованным. Почему? Потому что там сейчас нет Proof of Work. А с биткоином он децентрализован, автор вопроса с этим соглашается. А вот эти все попытки, значит, ну, скажем так, опасаться, что биткоин исчезнет, там не стоит. По одной простой причине, что, понимаете, как разработчики могут хотеть все, что хотят, и разрабатывать все, что хотят, и предлагать. Но вопрос в том, чтобы эта разработка была внедрена, необходимо, чтобы сеть согласилась ее принять. Причем, когда мы говорим о сети, это даже не майнеры вот, там, с огромными своими там, дата-центрами, там, сумасшедшими там, миллиардами инвестиций и так далее. То есть не эти люди решают, какая будет сеть, несмотря на то, что у них значит, такие ресурсы. Решают обычно ребята, у которых стоит там мини-компьютер, значит, размером с калькулятор, который является узлом сети. И таких огромное количество. Так вот, чтобы принять какое-то изменение в сети, необходимо, чтобы большинство этих самых обычных ребят с маленьким компьютерчиком у каждого согласились с этим. Это, как я уже сказал, маловероятно, потому что тогда, если это изменение ухудшит биткоин, там, подвергнет его какой-то опасности, они рискуют потерять свои деньги. Но и это не самое главное, значит, препятствие, вернее, не самая главная там, крепость биткоина. Самая главная крепость биткоина, что если кто-то испортит сеть биткоин, это его проблемы. Потому что, ну, как это будет выглядеть? Значит, вот кто-то предложил, вот эти разработчики, которые хотят централизовать ноды и прочее, хотят, значит, разработали даже программу, уже, значит, это программное обеспечение ноды, и хотят, чтобы все их поставили, и тогда сеть будет централизованная. Ничего страшного в этом нет, потому что у нас есть там, не знаю, там тысячи или там десятки тысяч этих нод, и давайте скажем, что 90% из них поставили это новое программное обеспечение, которое, значит, централизует биткоин, а 10% не поставили. То есть биткоин, такой, как он есть, он останется на вот эти, на 10% нод, которые потом количество станет расти. То есть даже если останется, ну, фактически даже, ну, если один уже не децентрализованный, да, там, скажем, 3 компьютера из всех этих многих тысяч, которые не согласятся централизовать биткоин, то на этих 3 компьютерах тот биткоин, который мы знаем сегодня, останется и будет работать. И ничего с ним не случится. А те ноды, те узлы сети, которые перейдут на новую версию, централизуют ее, ну, во-первых, если это действительно улучшит биткоин, так вдруг окажется, ну, нормально, у нас будет 2 сети, значит, одна супер лучшая, ну, супер хорошая, а вторая такая, которую мы имеем сегодня. Ну, биткоин только улучшится в этом случае. Если же вот эта большая сеть централизованная в результате умрет, все, значит, потеряют интерес к такому биткоину и так далее, но это их проблемы. Сеть биткоин на том небольшом количестве компьютеров, которые потом будут разрастаться, опять же, она останется. В этом и, скажем, ну, уникальность и, ну, вообще, как это сказать даже, ну, что-то такое, ну, волшебное, не знаю, трудно сказать. Что такое фантастическое в этой разработке Сатоши Накамото, что его действительно невозможно убить, этот биткоин. То есть единственная проблема на самом деле со смертью биткоина, которая связана, это, наверное, квантовые компьютеры.
Потому что здесь вся идея в том, что сегодня не может один компьютер или огромное количество других компьютеров. То есть, иными словами, чтобы сейчас, например, сфальсифицировать, значит, все транзакции, которые происходят в биткоине, то есть начать проводить транзакции, ну, фактически самому печатать себе деньги или там воровать другие деньги, необходимо компьютерная мощность, которая превосходит всю компьютерную мощность, которая есть на Земле. Это как раз по причине proof of work. Так вот, проблема с квантовым компьютером, что он, в принципе, справится с этой задачей. То есть переиграет ту сеть обычных компьютеров, которые сейчас, благодаря своей высокой производительной мощности. Но и тут тоже нет проблем. Почему? Потому что, ну, во-первых, те квантовые компьютеры, которые есть сейчас, у них принцип работы такой, что они не смогут решать те задачи, которые, ну, решают майнеры биткоина. То есть, когда появится квантовый компьютер, который, значит, сможет решать такую задачу, такого алгоритма, там неизвестно, пока появится ли он вообще неизвестно. Это раз. А во-вторых, ничего не мешает ноды начать строить на квантовых компьютерах, ну, в биткоине. И тогда опять один квантовый компьютер не переиграет многие тысячи квантовых компьютеров. Поэтому уникальность биткоина именно в том, что то, что он когда-то перестанет существовать, очень маловероятно, как там сказано в одном известном фильме. Единственное, когда он может перестать функционировать, просто когда он станет не нужен людям. То есть перестанут им по какой-то причине пользоваться. Ну, например, будет, значит, изобретен какие-то новые частные деньги, которые, ну, по каким-то параметрам будут превосходить намного биткоин. Тогда люди начнут пользоваться теми частными деньгами, а не биткоином. Поэтому, ну, я опять как бы отвлекся и пошел там в разные стороны. Ответ на вопрос такой, что то, что какие-то разработчики что-то там пытаются изменить в биткоине, нет ничего страшного. То есть максимум, что может появится какая-то еще новая блокчейн-сеть, которая будет называться, например, там, не знаю, биткоин 2025, например, централизованный. Ну, кто-то им будет пользоваться, если пользоваться на здоровье. Но биткоин, который сегодня есть, он все равно останется, просто с меньшим количеством нод и будет по-прежнему развиваться так же, как он развивается сейчас. Да, ну тут пишут опять же, что квантовый компьютер это не проблема, давно существуют устойчивые к ним алгоритмы, в том числе в некоторых криптовалютах. Можно просто внести этот код в код биткоина. Ну вот, есть такое замечание у нас в чате. Ну, я просто концептуально об этом сказал, что квантовый компьютер сейчас не может решать те задачи, которые необходимы. Ну, а если, да, научится, или, ну, может, уже научился, я же не специалист по квантовым компьютерам, то действительно можно поменять этот самый алгоритм биткоина в определенной степени, чтобы снова получилось, что квантовый компьютер не может его решать. И опять пусть квантовые разработчики компьютеров опять мучаются очередные 15, 20, 50 лет или сколько, чтобы суметь это решать. И как пишут нам в чате, Сатоши Накамото, последний пророк макаронного бога, он принес биткоин, чтобы починить деньги. Ну, как-то красиво, конечно. Где-то так. Ладно, у нас хороший получился эфир про криптовалюты, но у нас есть вопрос в Твиче из немножко другой темы. Поэтому перейдем туда. У нас осталось еще 10 минут. Я думаю, что мы... Вопрос. Бухгалтерский учет в его сегодняшнем виде как-то противоречит экономической теории? Или они не конфликтуют, или пересекаются между собой? Нет, не противоречит. Просто это, скажем так, ну, давайте так. Экономическая теория говорит о том, что экономика невозможна без экономического расчета. То есть, когда невозможно посчитать доходы и расходы. То есть, когда невозможно посчитать, есть ли прибыль в каком-то действии. То есть, если это невозможно сделать, а это невозможно сделать, когда нет рыночных цен, именно поэтому невозможен социализм, ну и так далее, и так далее. Поэтому вот об этом говорит экономическая теория, что экономика возможна, когда есть экономический расчет. А бухгалтерский учет – это как раз практическая реализация, а как же, собственно, этот самый экономический расчет проводить. И не более того. Ну, единственное, что может быть, что нужно добавить, что в бухгалтерском учете, например, то, что показывается как прибылью, это не является прибылью в экономическом смысле, в предпринимательском смысле.
Потому что бухгалтерская прибыль учет может показать прибыль, а на самом деле в этой деятельности присутствует предпринимательский убыток. И в этом смысле, да, они не соответствуют. Ну, о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что по-разному можно посмотреть. Ну, самый простой такой вариант я всегда привожу. Вот человек, значит, работал программистом и, значит, зарабатывал там $2000, допустим, в месяц. Ну, или не работал, но может работать программистом и, значит, зарабатывать $2000, такие рыночные условия. Но он решил заняться частным бизнесом, ну, собственную компанию организовать он не потянет, он решил, значит, открыть киоск, поставить и торговать там чем-то в этом киоске. И вот он зарабатывает в месяц $500 прибыли. Ну, то есть все доходы и расходы, ему вот остается $500. И с точки зрения экономического расчета, бухгалтерского расчета, точнее, это прибыль. С точки зрения экономики, с точки зрения его как предпринимателя, это убыток. Убыток $1500, потому что он мог бы, значит, за этот месяц заработать $2000, а заработал только 500. То есть он получил предпринимательский убыток. Ну и потом есть, опять же, когда мы говорим о бухгалтерском учете, я сейчас, когда говорил, я говорил все-таки о бухгалтерском учете в рамках свободной экономики, когда нет государственного регулирования. Потому что, когда есть государственное регулирование, бухгалтерский учет получается другой. И именно поэтому, кстати, во всех нормальных компаниях есть бухгалтерия, а есть финансовый директор или менеджер. Бухгалтерия считает, что там нужно государству, а то, что нужно предпринимателю, считает финансовый директор. В чем разница? Ну, там много нюансов. Ну, вот один из них, например, та же самая учет амортизации. Потому что бухгалтерия считает учет амортизации так, как определило государство. А с точки зрения предпринимателя амортизация должна считаться, сколько реально прослужит это средство производства, и разделить на единицу времени, условно говоря, сколько там на месяц приходится стоимости этого средства производства. И в затраты с точки зрения экономики, нормальная экономика должен вносить эту сумму. И тогда он действительно может правильно планировать. Ну, а государство устанавливает, как правило, другие цены. Потому что с точки зрения предпринимателя учет амортизации необходим для того, чтобы понимать, получает он прибыль или нет. А с точки зрения государства оно устанавливает нормы амортизации, исходя из того, как больше собрать налогов с предпринимателя. Цели разные, соответственно, и учет разный получается. Поэтому, если говорить о бухгалтерском учете вообще, то есть нормально, который никуда не вмешивается, который ведет сам предприниматель с его там финансовым директором, условно говоря, то бухгалтерский учет – это просто практическая реализация вот той самой концепции экономического расчета в экономике или там, в экономической деятельности. А если мы говорим о бухгалтерском учете, который сегодня реально есть на предприятиях, то это, ну, я бы вообще не назвал его в этом смысле экономическим расчетом. Это больше расчет налогов. То есть государство определило, как вы там должны себя считать якобы в бухгалтерии, чтобы оно знало, сколько с вас взять налогов. Вот и все. То есть задача бухгалтерии посчитать налоги, ну, с точки зрения государства, да, понятно, что предприниматель ставит ему задачу так посчитать налоги, чтобы было меньше. Поэтому, с одной стороны, бухгалтерией руководит государство, это фактически его сотрудники, да, с другой стороны, руководит предприниматель, потому что это тоже его как бы сотрудники, одно им платят деньги. И вот они перетягивают как канат эту бухгалтерию, значит, государство с законами тянет в одну сторону, предприниматель с желанием получить прибыль тянет в другую сторону, и это как бы отдельный процесс. Поэтому, если мы говорим о бухгалтерском учете на предприятии, нужно говорить все-таки о деятельности финансового директора. То есть тот, который вообще, он как бы даже, как правило, руководит бухгалтерией, ну просто для того, что, так как он отвечает за расходы, финансовый директор хочет их правильно посчитать, он заинтересован в том, чтобы там бухгалтерия посчитала налоги так, чтобы этих самых расходов было меньше, поэтому он ими руководит. Поэтому финансовый директор ведет, можно сказать, бухгалтерский учет, тот, который действительно является реализацией экономического расчета с точки зрения экономической теории, а бухгалтерия ведет бухгалтерский учет с точки зрения того, что там нужно государству, с точки зрения вмешательства в экономику. Еще один вопрос. Я как-то услышал словосочетание «финансовая стабильность». Что такое финансовая стабильность, если она вообще существует, или это идеальная конструкция?
Не знаю, что такое финансовая стабильность. Наверное, каждый разные понятия понимает в это. Финансовая стабильность – это когда, ну, типа, значит, ну, в ближайшее время точно голодать не буду, вроде бы пока все нормально. Другого финансовая стабильность, что вот, ну, как у него было 10 миллиардов, так вроде бы не теряет или потерял немного. А кто-то считает, что финансовая стабильность – это когда, значит, его благосостояние стабильно растет. Поэтому кто что вкладывает в это понятие. Я всегда говорю, что, ну, вот когда идут споры, особенно когда кто-то бросается в какую-то дискуссию, споры, я уже давно заметил, что ну, причина длительности этих споров и то, что люди не могут прийти к одному мнению, что они одни и те же слова используют, понимая под ним что-то совершенно, ну, не то, что противоположное, а различное. И поэтому, естественно, они не могут прийти к какому-то единому мнению. В этом смысле финансовая стабильность тоже. Да, и я, собственно, говорю, поэтому всегда давайте определимся, что мы вот под этим термином, фразой или концепцией понимаем. И тогда будем уже, значит, обсуждать, значит, что здесь правильно, что неправильно. Поэтому, если мы говорим, что такое финансовая стабильность, ну, давайте определимся сами, что мы под этим понимаем, и тогда уже из этого можно исходить. Но в жизни, я думаю, что каждый человек в этом понимает под финансовой стабильностью разные вещи. Прежде всего, так как у людей всех цели разные, поэтому каждый человек, если такую фразу слышит или использует, он всегда проецирует эту фразу на свои цели, отличные от других, поэтому и понятие самой финансовой стабильности у людей, наверное, разные. Ну, уточнение от автора вопроса, что это было в контексте того, что Нацбанк Украины обеспечивает финансовую стабильность в стране. Вот с этой точки зрения. Ну, это просто, ну, вранье, это там даже не подтасовка фактов. Все, что делает Национальный банк, это делает, чтобы никакой финансовой стабильности не было. Просто, ну, вот один из примеров. Там можно там целый цикл лекций по поводу этого читать. Ну, самый простой пример. Вот заходите действительно на сайт Национального банка и читаете. Значит, миссия Национального банка Украины. Стабильность цен. Ну, отлично же, кажется, да? Значит, открываете вторую страницу, пишут, что мы понимаем под стабильностью цен. Под стабильностью цен мы понимаем, что цены постоянно растут. То есть цель Национального банка – инфляция цен, постоянное увеличение цен. О какой стабильности здесь можно говорить? А я уже не говорю о том, ну, повторюсь, здесь можно много о чем говорить. Дело в том, что Центральный банк, Национальный банк в Украине, ну, во-первых, печатая деньги, то есть увеличивая денежную массу. Во-вторых, поддерживая и, значит, создавая и управляя банковской системой, которая использует частичное резервирование. Вот такая деятельность Национального банка приводит к циклическим экономическим кризисам. О какой стабильности финансовой системы, экономики здесь можно говорить? То есть все, что делает Центральный банк любой страны, государственный Центральный банк, это он вносит нестабильность в экономику. Если вы хотите стабильность экономики, необходимо, чтобы Центрального банка не было. Ну что, сегодня мы часик проговорили, а в следующий раз, я думаю, что мы как раз и поговорим о национальных банках отдельно. Потому что тема длинная и интересная. Казалось бы, все просто, их надо убрать, но у людей все равно есть масса по этому поводу иллюзий и заблуждений, о которых, наверное, в следующий раз мы как раз и начнем говорить о пользе или вреде национальных банков и централизованных фиатных валют. Ну что ж, большое спасибо, Михаил, большое спасибо всех, кто нас смотрел. Мы коснулись разных тем, в час уложились, и встретимся с Михаилом через 2 недели и поговорим уже про национальные банки. И спасибо, что нас смотрел. Не забывайте подписываться и ставить лайки, писать комментарии, задавайте свои вопросы, можете не только в чате, а еще и в комментариях, тогда мы сразу с них и начнем в следующий раз. Все, всем спасибо, и еще раз большое спасибо, Михаил, и до встречи. До свидания.